Описание представленных томограмм пациентки 1964 года рождения от 17 сентября 2019 года. Область исследования: органы грудной клетки, брюшная полость, забрюшинное пространство с контрастированием. Грудная клетка. При мультиспиральной компьютерной томографии с использованием конструкций в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки. Свежих очаговых инфильтративных изменений не выявлено. Легкие расправлены, компримированы за счет высокого стояния куполов диафрагмы, справа на уровне 6-го ребра, слева 7-го ребра. В базальных сегментах фиброзные изменения. Ход и проходимость трахеи главных и долевых сегментарных бронхов не нарушены. Средостень не смещено и не расширено, новообразование в нем не визуализируется. Внутригрудные лимфатические узлы не увеличены, обычной формы и структуры размером до 8 на 9 мм. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Костных, травматических и деструктивных изменений не определяется. Сердце аорта без особенностей. Клеистая ткань обеих молочных желез до 32 мм ВНК. Брюшная полость, забрюшинное пространство. При анализе результатов использовано построение в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. На серии МСКТ органов брюшной полости забрюшинного пространства с пероральным контрастированием. Асцит. Значительное количество жидкости во всех отделах живота. Желудок обычных размеров правильно расположен. Печень увеличена, КК РПД 192 мм, КК РЛД 86 мм. Контуры четкие, ровные, нативная плотность плюс 50 плюс 80 Хаунсфилда. По всему объему печени множественные гиподенсные гиповаскулярные очаги. Нативной плотности до плюс 15 плюс 32 по Хаунсфилду. Средним диаметром до 20-25 мм. Под правым куполом диафрагмы массивная гиподенсная зона размером 127 на 83 на 58 мм. При введении контраста артериальное накопление контраста преимущественно по периферии очагов. Венозную фазу накопления контрастного в очагах выравнивается. Портальная вена 15 мм. Желчные протоки не расширены. Желчный пузырь сокращен, визуализируется неотчетливо на фоне асцита. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Селезенка увеличена 138 на 81 мм. С четкими ровными контурами без РЖ контрастных очагов. Селезеночная вена 12 мм. Поджелудочная железа обычных размеров с четкими контурами, паренхима однородна. Версунгов проток не расширен. Парапанкреатическая клетчатка не изменена. Надпочечники не увеличены, обычной структуры. Почки не увеличены, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Сосудистые ножки почек, паранефральная клетчатка структурны. Рентген-контрастные конкременты не определяются. В нижнем полюсе правой почки киста 9 мм. Абдоминальные и забрюшинные лимфатические узлы визуализируются множественные лимфоузлы диаметром до 14-16 мм, активно накапливающий контраст. В малом тазу значительное количество жидкости, на фоне которого левый яичник представлен мягкотканным образованием размером 37 на 31 на 27 мм с неровным нечетким контуром. Правый яичник достоверно не определяется. Матка увеличена 62 на 61 на 47 мм, неоднородно, в структуре мелкие кальцификаты, по всей видимости за счет миоматозных изменений. Грудное и поясничное отделы позвоночника умеренно выражены дегенеративно-дистрофические изменения, явление субхондрального склероза замыкательных пластинок тел позвонков, снижение высоты межпозвоночных дисков в каудальном направлении, тенденция к формированию клювовидных разрастаний. Заключение. КТ-картина более характерна для образования левого яичника, секундарного поражения печени, гепатомегалии, лимфоаденопатии живота, асцитопортальной гипертензии, диффузной гиперплазии железистой ткани молочных желез. Умеренно выражены дегенеративно-дистрофические изменения грудного и поясничного отдела позвоночника, миома матки. Рекомендовано МРТ малого таза с контрастом. Врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук М.А. Котов, заведующий центром КТ-МРТ клиники Медиус, ассистент кафедры лучевой диагностики СЗГМУ имени Мечникова. Комментарий врача-рентгенолога. Добрый день. КТ-картина характерна для множественных метастазов печени. По всей видимости, их источник – это опухоль левого яичника. На КТ яичники видно не очень хорошо, тут лучше сделать МРТ с контрастом. Там все будет точно видно. Вам, конечно, к онкологу нужно обратиться с результатами КТ.